Всем привет, меня зовут Цельный Евгений. Сегодня покажу видео, где я пишу человеческий череп. И самое главное, расскажу некий принцип, на который я ссылаюсь, когда делаю практически любую работу. То есть неважно, что мы пишем, что-то сложное, какой-то портрет, фигуру, либо натюрморт, какую-то простую вещь, яблоко или еще что-то. Ход работы, он приблизительно всегда один. То есть даже самый сложный предмет, какой-то многосоставной, мы изначально рассматриваем как простой геометрический предмет. Вот, допустим, если мы возьмем человеческий череп в ракурсе 3/4, мы можем его рассмотреть как такой вот прямоугольник, немного вытянутый по вертикали. Мы сразу же его намечаем, отмечаем композиционный размер, который у нас будет занимать в листе, сразу же обозначаем теневую сторону и фон, который подходит со стороны света. То есть такие моменты, которые сразу у нас определяют объем предмета. Это такие две важные части, которые мы сразу должны схватить в нашей работе. То есть, проложив два вот этих пятна, мы сразу же обозначили объем нашего предмета. И дальше мы уже работаем с нюансами, с полутонами и со цветами. Именно так вы должны мыслить. Сразу же хватать вот эти комбинационные вещи. Тень предмета, свет предмета, отношение с фоном в тени, отношение с фоном на свету. Вот эти отношения, вы должны их следить и сразу же закладывать и передавать. Работая довольно большими пятнами, сразу мы проходим, обозначаем. То есть в этой части нам нужно как можно быстрее раскрыть, во-первых, всю плоскость, и зафиксировать вот эти вот крупные отношения между нашим фоном и предметом. Со стороны тени предмета, естественно, фон у нас будет немного светлее его. Это так называемый свет, который проходит за предметом. Он отрывает предмет от плоскости и тоже создает некий объем. Границу между тенью и светом, который у нас на фоне, мы аккуратно сфлицовываем и как бы вплавляем краску. Пока она сырая, это все, конечно, хорошо делается, никаких проблем не доставляет. И, конечно же, тень от предмета, она будет самая темная, падающая тень. И будет растворяться на границах и с задней стороны. Вот таким образом мы ее обозначаем. И теперь нам стоит перейти к световой части. Но опять же, даже свет не стоит брать в полную силу. Я всегда оставляю себе возможность для того, чтобы высветлить. Это всегда нам легче сделать. И так мы оставляем для себя право на ошибку. Работаю большой кистью. В данном случае я использую акрил. Краска продиктована техникой, которую я буду использовать. Мне нужно, чтобы каждый слой высыхал, потому что я буду многократно его перемазывать, перекрашивать. Но это сделано исключительно для наглядности, чтобы именно показать вам и чтобы это было удобно. Я бы мог написать маслом, но маслом просто я бы как бы возил по одним и тем же местам. Оно бы проскальзывало, смешивалось. И поэтому я решил взять акрил. Вот, и эту работу выполнить именно акрилом. Но техника, в принципе, похожа. Это просто такие мелочи, которые надо знать и использовать в своих целях. Вот сейчас вы можете увидеть, как полностью раскрыта работа. И мы видим перед нами геометрическую фигуру, у которых есть свет, полутень, тень, и мы видим отношение к фону. То есть фигура имеет объем. И мы начинаем уже работать с этой фигурой, обрезать ее, ловить силуэт, но действовать все равно в рамках вот этих больших плоскостей, которые мы задали. У нас идет верхний левый свет, он идет сверху, это мы всегда учитываем, это мы держим на подсознании. И когда будем мы разбивать все больше и больше на разные части и детали, не забывать про это тоновое состояние. Мы начинаем искать силуэт. Такими, опять же, большими мазками подрезаем.
цвет фона приходится смешать заново. И тут мы учитываем то, что акрил у нас, когда высыхает, темнеет. Поэтому, когда мы кладем мазок, мы смотрим, чтобы он был чуть светлее уже высохшей части. Тоже один из таких моментов, который просто надо знать. Иногда он смущает, особенно когда вы только начинаете работать с какой-то краской, либо переходите, когда вы с масла переходите на акрил. В общем, это все такие нюансы, которые нужно прочувствовать, и на это все требуется времени. Мы как бы мыслим скульптурно и начинаем добавлять граней в нашу простую форму. Где-то подрезаем, а где-то вводим новые плоскости. И вводим дополнительные тоновые отношения. Наша следующая задача — это работа с лицевой частью или полутон, который у нас образовался в этом прямоугольнике. Это будет лицевая часть, и нам нужно найти в ней и еще какие-то большие довольно плоскости. Лоб мы делим на две части, вводим сразу яркий свет, такая плоскость, которая находится непосредственно почти под прямым углом к источнику освещения. Мы сразу это показываем. Мыслим очень геометрично и скульптурно. На самом деле очень полезно совмещать такие вещи. Допустим, если вы занимаетесь живописью, обязательно попробуйте полепить. Неважно чем, пластилин, глина. В общем, это довольно доступное занятие. Просто таким образом вы сможете прочувствовать форму. Одно дело, когда вы ее просто видите, другое дело, когда вы руками создаете вот эти все грани и чувствуете, где она закругляется, где наоборот имеет форму. Поэтому это все даст вам дополнительные возможности и знания, которые вы примените потом в своей живописи. Вы можете заметить, что я смело двигаю грани, выхожу за контуры и потихоньку начинаю создавать тот объем, который мне нужен. Вы можете заметить то, что лоб у нас сейчас разделился на три части, то есть у нас есть свет, полутон и тень. Вот такими параметрами мы как бы и мыслим. Но в то же время вот эти большие отношения у нас сохраняются. То есть как у нас был вот этот цвет слева, он так и остается. Где у нас есть большая теневая плоскость, это височная часть. Вот так она пока у нас в тени находится, мы ее не трогаем. Теперь плоскость, где находятся глазницы, мы пока их вообще не обозначаем, даже не показываем. Просто их обозначаем как общую плоскость, которая наклоняется чуть-чуть вниз, и на нее света попадет меньше. Вот таким образом мы захватываем вместе ее со скуловыми костями и, собственно, лепим такую обрабовку, которых есть совершенно разное количество. Мы делаем довольно простую. Продолжаем искать наши большие формы и объемы. Если вы будете так мыслить и такими способами работать со всеми предметами, вы очень хорошо научитесь передавать объем. Во-первых, вы сами будете понимать, что вы делаете, постепенно усложняя простые формы. И это не даст вам как бы сбиться и залезть, скажем, светом в теневую часть. Вы будете как бы создавать форму в плане живописи. Такая прям лепка будет происходить. И, собственно, зритель будет это считывать, и ваш предмет будет максимально объемным. Вот сейчас вы уже можете рассмотреть некое очертание, которое очень отдаленно начинает напоминать череп. Также мы видим, откуда у нас идет свет, то, что это верхний левый свет. Видим плоскости, которые больше всего у нас освещены.
который в дальнейшем мы будем разбивать на еще более мелкие детали и искать какие-то характерные вещи. Обязательно за черепом мы пропускаем свет. Это всегда так бывает, это такой вообще классический прием. Вот смотрите, мы там чуть-чуть высветлили, опять с учетом того, что акрил у нас потемнеет и чуть-чуть подсядет, но как бы объем предмета мы сразу закладываем. Еще чуть-чуть подрезаем, добавляем и работаем с силуэтом. Со стороны света у нас самый темный будет фон, но опять же он будет темный, но не самый темный в нашей работе. Самые темные у нас будут глазницы, будет тень вот в этой носовой части, какие-то графичные элементы в теневой стороне черепа. Фон все равно будет довольно нейтральным. Просто как со стороны света, так и со стороны тени мы всегда себе оставляем возможность, в одном случае утемнить, дойти до черного, до этого финального, а со стороны света, наоборот, высветлить. Это ударить бликом на самых выпуклых местах. Это будут у нас блики, которые будут самые яркие. Вы всегда должны оставлять для этого себе возможность. Никогда сразу же не кладите открытый чистый белый цвет. Всегда он должен быть чуть подсаженный и сложный. Вот мы сейчас намечаем глазницы. Обязательно мыслим парно, то есть когда мы рисуем парные предметы, там глаза, уши и прочие вещи, мы всегда их ведем одновременно. Точно так же глаза, взгляд, их надо рисовать всегда вместе. Это сделано для того, чтобы передать именно вот этот момент типа парности. И если вы рисуете глаза, то взгляд поставить. Никогда не рисуйте такие вещи по отдельности. Вы всегда как бы забудетесь и ошибетесь. Также еще утемняем. Добавляем вот эту носовую впадину, чуть опускаем ее тень. Приблизительно добавляем вот эту тень нижней челюсти, нижних зубов, которые тоже у нас имеют наклон, и на них света попадает минимально. И, естественно, мы разбираемся с тоновым решением. Для начала это прям оптимально, то есть у вас всего две краски, в диапазоне которых вы работаете, потому что если был сейчас цвет, это было намного сложнее. Вообще легко запутаться с цветом. И такого рода упражнения, они, конечно же, прокачивают, потому что тональность — это такая основа живописи, и вы всегда можете себя проверить, даже если пишете работу цветом. Вы просто, если вас что-то смущает, иногда такое бывает, когда вы делаете работу, и появляется какое-то вот это ощущение, что что-то не так. Но так как вы долго на нее смотрите, глаз замыливается, и вы не можете адекватно ее оценивать. Иногда очень полезно бывает, либо просто отдохнуть ее, сменить ракурс, сменить фокус, либо перевести телефон в черно-белый режим, навести ее и посмотреть, какая тональность. Может быть, у вас что-то с чем-то просто сливается, то есть они, допустим, разные по цвету, но одинаковые по тону. Это такой интересный момент. И отсюда ваш глаз будет считывать эту информацию, и он будет напрягаться по этому поводу. Итак, мы добавляем детали, добавляем вот эти вот надбровные бугры, которые тоже у нас смотрят вниз и находятся в тени. Сразу же обозначаем, у нас получается такая вот эта вот массивная теневая часть вместе с глазницами и надбровными буграми. Также подрезаем скуловые кости. Подрезаем вот этот момент, где челюсть сбоку вставляется в верхнюю часть. Но при этом, как вы можете видеть, все равно вот эти общие тоновые отношения не сохраняются. Вот в этом вся фишка. То есть мы как заложили их в самом начале, мы так на них и ориентируемся. То есть мы их сохраняем. Большой свет, большая тень. Если вы прищуритесь, что просто необходимо делать, когда вы пишете, вы все это увидите.
И вот сейчас лобная часть у нас делится на две части, то есть такой прям свет и полутон. В дальнейшем мы еще сильнее разобьем это на три части, может быть еще больше, еще появятся блики. Ну, в общем, это все можно бесконечно делать в зависимости от того, что мы хотим сделать в конкретной работе. Можно вообще все это просто, ну, так сфрицевать, что не будет заметно границы. Либо наоборот оставить такие скульптурные мощные мазки, которые будут показывать именно объем, такую лепку. Вот тут у нас руки развязаны, мы можем делать, в принципе, все что угодно, и тут как каждый автор выбирает, что он хочет показать в той или иной работе. Мы продолжаем моделировать форму, искать. Все это делается довольно легко. То есть даже если где-то мы не попадаем, или кладем светлее или темнее, мы всегда можем это чуть-чуть переделать, поправить. Это такая прям рабочая среда, с которой мы работаем до финального самого мазка. Поэтому никогда не бойтесь, если вы что-то сделали. В этом как раз и отличается техника там, от акварели, которую можно в какой-то момент просто зарубить до такого состояния, что все, уже у вас бумага будет скатываться. Здесь мы можем работать сколько угодно, создавать слоев. Поэтому это обычные рабочие моменты. И, собственно, до самого конца мы ищем тот рисунок, который бы нас устроил, и его поправляем и создаем. Потому что чем больше у нас появляется вот этих вот деталей, тем как бы информации больше появляется. И мы начинаем замечать, что у нас что-то не на месте, или что-то слишком темное, или не в том месте, где оно должно находиться. И в этой работе я как раз стремлюсь показать именно саму мысль. То есть, когда я пишу, я не работаю прям вот так вот досконально, но все это я просто держу в голове. Вот что самое важное. Но сначала, если вы только начинаете, если хотите попробовать такой метод, это будет прям очень полезно. Брать и начинать рисовать с простой геометрией, потом добавлять ей форму, добавлять ей деталей. И со временем вы просто поймете эту суть, поймете, зачем это все, может быть, привыкнете. Но я думаю, это станет полезным приемом в вашем арсенале. Конечно же, тут еще дело зависит от практики. То есть, когда вы получаете какое-то знание, оно не сразу у вас появится в вашем арсенале. То есть, необходимо какое-то время потратить на то, чтобы прогнать его, сделать несколько работ, потому что иногда ты вроде знаешь, но не можешь применить это в своей работе. Такой интересный момент, с которым многие сталкиваются во время обучения. Иногда на это вообще годы уходят, иногда какие-то вещи, которые у тебя получаются, ты понимаешь, ах, вот о чем типа говорил там мой препод или еще что-то такое. Но чтобы нарабатывать вот это вот количество практики, вам нужно знание, над чем работать. И это самое важное, для чего люди идут там к преподавателям, заканчивают учебные заведения, потому что это и есть источником прогресса. Вы набираетесь информации, которую потом сами отрабатываете в своих работах, многократно повторяя те или иные моменты. И тоже полезный момент такой существует, когда вы садитесь за какую-то работу, помимо того, что вы хотите какой-то художественный смысл внести или просто хотите порисовать, старайтесь ставить для себя какую-то задачу, что в этой работе вы хотели бы отработать, что хотели бы, не знаю, из каких-то чисто таких технических приемов сделать. Вот. И потом, когда вы написали эту работу, когда прошло какое-то время, вы можете свежим взглядом посмотреть на все это дело и спросить саму себя, а решил ли я эту задачу, добился ли я того, что хотел. Это тоже очень полезно. И, конечно же, если вы будете регулярно это делать, регулярно писать в большом количестве, это даст свои плоды. Как вы можете заметить, я сейчас немного обобщил вот эту лобную часть самую светлую. Вот, ее сейчас надо разобрать, добавить
самый яркий свет, добавить плоскость, которая у нас будет прям под прямым углом, которая будет сильнее всего освещаться. Но в данный момент я прошел ее почти полностью, чтобы немного выровнять и обобщить. Вот, вылизывать до такой прям крайней степени я не буду, я обычно так не работаю, да и не надо. Вот, я хочу оставить вот эти такие довольно смелые мазки скульптурные, чтобы было и понятно. И, конечно же, там зубы мы не будем прорисовывать, все это довольно обобщенно, как обычно я оставляю. Немножко надо смягчить вот эти надбровные дуги, которые сверху у нас находятся, они немного темновато получились. Чуть я промахнулся, но чуть попозже я этим займусь. Но основные какие-то моменты вы уже можете заметить. Все складывается, объемный предмет со стороны тени, со стороны света. Те отношения, которые мы заложили, мы их так продолжаем усиливать и работать в этих рамках. Это вот как раз важный момент. Старайтесь работать несколькими кистями. Это особенно, когда вы работаете с цветом, это вам поможет как бы не забить гамму, потому что если вы будете лазить там, допустим, в белильные цвета или в какие-то контрастные цвета одной и той же кисточкой, потому вы придете к тому, что у вас будет получаться грязь. Также и здесь всегда имейте несколько кистей, обязательно имейте тряпку, потому что, специфика работы акрилом такова, что лучше кисть не мочить, а просто вытирать ее тряпкой, выдавливая вот это большое количество краски, которое держится на кисти. А промыть ее даже в какой-то момент не получится. Поэтому некая культура, которая должна у вас сопутствовать вашей работе, она все равно должна присутствовать, вы должны ее знать, и в какой-то степени это облегчит вам жизнь в какие-то моменты. Вы можете заметить то, что я взял довольно маленькую кисточку, но это уже в самом конце, то есть когда нужно добавить какие-то детали, где-то поиграться, какие-то акценты. Это вот сейчас мы работаем с такими самыми темными местами. Какие-то там трещинки и интересную графику, которую мы можем ввести. То есть уже на завершающих этапах я позволяю себе взять там маленькую кисточку. До этого все это делается большой кистью, там 22, самая такая основная. То есть вот этот формат работы где-то 30 на 40, может быть даже поменьше, и все это делается кистью там 22 номера, плоская кисть. 22-23, вот где-то так иногда. Я беру там 15-16, но в основном этой кистью прям идеально подходит под данный формат. И это тоже определенная культура работы. То есть, если вы с самого начала возьмете маленькую кисть, начнете искать какие-то детальки, еще что-то, во-первых, вы только раскрывать будете эту работу, не знаю, там 2 или 3 часа, может быть, еще дольше. Вот. Но все должно делаться по некой ситуации. То есть, изначально большая кисть, большие плоскости, все очень обобщенно. И только в самом конце, когда надо что-то подчеркнуть, когда уже все на своих местах, мы вводим вот эти вот нюансики, что со стороны света, что со стороны тени, которые добавляют какую-то искру или, может быть, как-то оживляют нашу работу. Но это, опять же, такой вот момент, типа пятно-линия, когда графика просто необходима, чтобы подчеркнуть большие локальные пятна. Вот вы можете заметить то, что блик самый светлый, насколько он отличается, то, про что я вам говорил, что всегда есть возможность высветлить еще немного. Вот такие моменты я оставляю до самого конца, чтобы на завершающей части поставить вот эти вот блички, которые зажгут и сделают работу максимально эффектной. Когда мы уже понимаем, куда их ставить, когда мы чувствуем форму, чувствуем самые вот эти выступающие места, которые у нас максимально повернуты к свету, мы можем позволить себе ударить бликами по форме.
Ну вот такого плана работа. Тут уже завершающий момент, почти все готово. Немного обобщить зубы, чтобы убрать вот эту темноту. И в принципе все нормально. Вот, надеюсь, вы извлекли для себя какую-то полезную информацию, увидели ход работы, увидели, как я мыслю, от чего я к чему иду, зачем все это делается. Ну и надеюсь, это будет для вас полезно, и вы сможете применять это в своих работах. Обязательно подписывайтесь на канал, потому что почти 50% смотрят без подписки, но смотрят регулярно. Это хорошо видно из статистики. Обязательно нажимайте кнопку колокольчика, чтобы получать уведомления, когда выходят новые видео или прямые эфиры. Вот, тем самым вы поможете очень в развитии канала. Это все очень воодушевляет, очень приятно наблюдать, когда появляются новые подписчики, и всегда это радует и мотивирует создавать что-то новое, интересное. Ты всегда, как бы предвкушение, когда вы уже что-то новое. Так что всем спасибо, кто досмотрел до этой минуты, довольно длинное видео. Всем творческих успехов. Ну и до новых встреч. Будет много еще всего интересного. Может быть, больше будет такого полезного контента. Не в плане творчества, а в плане именно раскрытия каких-то таких рабочих моментов. Ну, посмотрим. Пока не знаю. В общем, до новых встреч. Всем пока.